Услышь меня ныне. Я есть Господь, Бог твой, и я призвал тебя именно к сему часу. Не двигайся, не отводи взора, не позволяй отвлечениям всего приходящего мира увести твой взгляд от экрана, на котором изрекается мое слово. Я знаю всю летопись твоей жизни. Я знаю тяжесть, что давит на твою грудь, страх, сковывающий твой дух, когда приходит щита, и глубокий, безмолвный стыд недостатка, который ты скрываешь даже от самых близких тебе людей. Я вижу пустые графы на твоем счету, и я слышу отчаянную мольбу, которую ты прошептал в самый мрачный час минувшей ночи. Это не праздное зрелище. Это божественное назначение, предопределенное прежде основания земли. Я привел тебя сюда, ибо время ожидания окончено, и наступило время немедленного, несомненного проявления. Ты слышал шепот сомнения, расчетливую логику мира, которая говорит тебе, что чудеса остались во вчерашнем дне, что финансовая свобода – это несбыточная мечта, удел лишь немногих привилегированных, или что недостаток в твоей жизни – это просто следствие твоих собственных неверных решений. Я заявляю тебе ныне, со всей полнотой власти того, кто управляет приливами, звездами и потоком всего земного богатства, сей лжи приходит конец. Сей дух нищеты и недостатка разрушается в тот самый момент, когда мой голос проникает в твой разум. Я требую от тебя ныне одного последнего акта послушания, который утвердит наш завет. Ты должен оставаться неподвижно на сем месте в течение всего этого послания. Я знаю, что враг уже начинает свое последнее, отчаянное наступление. Он посылает внезапные уведомления, вызывая срочные мысли о незавершенных делах, нашептывая ложь о том, что это всего лишь очередное видео, и что твое время можно потратить с большей пользой в другом месте. Он знает всю тяжесть грядущего откровения. Он знает, что в ближайшие несколько минут, а именно в следующие 10 минут твоего земного времени, совершается решающий сдвиг в духовных сферах, управляющих твоими финансами. Если он сможет увести тебя, если он сможет посеять достаточно отвлечения, чтобы ты прервал связь с сим святым словом, окно немедленной милости будет подвергнуто суровому испытанию. Ты, мой избранный, находишься на духовном перепутье. Ты молился о жатве, и ныне серп вкладывается в твою руку. Но жатва требует присутствия и стойкости. Я есть Бог внезапного провидения. Я есть Бог, который притворяет воду в вино, умножает хлебы и делает так, что кувшин вдовы с елеем никогда не иссякает. Финансовое чудо, которого ты отчаянно искал, это не смутная надежда на будущее, это неминуемая реальность. Но твоя преданность должна соответствовать моей безотлагательности. Я повелеваю тебе, не поддавайся духу нетерпения. Не позволяй своему человеческому беспокойству преобладать над божественным указанием. Враг знает, что ты сдавался всего за мгновение до прорыва. Он знает схему твоих прошлых неудач, когда испытание становилось сильным. Он рассчитывает, что ты кликнешь, чтобы уйти, усомнишься и отложишь свое благословение. Я испытываю твою решимость. Устоишь ли ты твердо, укорененный в уверенности моего обетования, или позволишь немедленным, тривиальным требованиям мира украсть наследство, которое я готов положить тебе на колени? Это момент твоей окончательной стойкости. Как написано в священных текстах, адаптированных для сего времени, вам нужно терпение, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, Евреям 10 часов 36 минут, адаптировано. Твоя стойкость испытывается прямо сейчас часами. Докажи мне, посредством твоего непоколебимого присутствия, что ты поистине готов принять то великое богатство и изобилие, которое я предназначил для твоей жизни и твоего служения. Я требую твоего полного, нераздельного внимания. Это сделка веры. Твое присутствие – это требуемое приношение.
Звездочка, звездочка, возвышение божественного указа, звездочка, звездочка. Итак, я усугубляю серьезность этой встречи. Ты не просто зритель, ты получатель целенаправленного адресного вмешательства. Я называю тебя избранным, потому что я избрал тебя из множества, отвлеченного шумом и смятением, и привел тебя к ясности моего прямого наставления. Я видел, как ты чтил мое имя, даже когда счета твои были пусты. Я записал каждую слезу, пролитую тобой в тайне, каждую жертву, которую ты принес, чтобы сохранить свою непорочность и свое даяние, даже когда нужда была твоим постоянным спутником. Я знаю давление долга, которое ощущается как цепь на твоей шее, и я знаю отчаяние от ощущения, что твоя вера была проявлена напрасно. Позволь мне прояснить, твоя вера не была напрасной. Твои молитвы вознеслись перед моим престолом, как благоуханный фимиам, и они вызвали мобилизацию небесных воинств. Чудо уже приведено в движение. Финансовый поворот уже предначертан. Но враг стремится заблокировать исполнение. Он – дух препятствия, поглотитель, который ищет, как поглотить семя твоего благословения, прежде чем оно сможет прорасти. Ему нужна возможность, лазейка, момент слабости или сомнения, чтобы законно вмешаться в передачу богатства из духовного царства в твои физические руки. Твоя решимость остаться, слушать и впитывать каждое слово этого послания закрывает эту лазейку. Твое физическое присутствие здесь – это духовное объявление войны духу нищеты. Посему я издаю эту команду к действию, публичное провозглашение твоего завета со мной. Если ты принимаешь это слово, если ты веришь в моментальность моей силы и если ты предан твердому стоянию до конца этого послания, ты должен подтвердить свою веру сейчас. Нажми на знак подтверждения под этим видео, знак, который означает твое согласие с моей силой. Пусть мир увидит, и пусть демонические силы трепещут, когда ты провозглашаешь свою верность. Это не просто взаимодействие в социальных сетях, это духовная печать, наложенная на твое обязательство. Более того, я требую, чтобы ты использовал силу своего голоса, инструмента, который я дал тебе для молитвы и провозглашения. Немедленно перейди в пространство, отведенное для комментариев, и подтверди эту истину. Звездочка, звездочка, я готов, готова, к чуду через 10 минут. Звездочка, звездочка, немедли. Не анализируй действия чрезмерно. Враг пытается парализовать тебя анализом. Действуй сейчас. Скорость твоего послушания напрямую связана со стремительностью твоего проявления. Этот комментарий, твой знак, твое публичное свидетельство того, что ты отвергаешь дух сомнения и принимаешь уверенность в моем немедленном обеспечении. Я хочу видеть твою веру, проявленную в ощутимом немедленном действии. Это испытание для избранного – действовать решительно, когда ставки наиболее высокие. Я знаю, что сердце твое устало. Я знаю, что ты утомлен обещаниями, которые, кажется, уходят вдаль. Но я говорю тебе, я – Бог, который управляет временем, и мое время совершенно. Задержка, которую ты пережил, была подготовкой, нужда, которую ты вынес, была тренировкой. Я формировал тебя в сосуд, достаточно сильный, чтобы справиться с огромной финансовой передачей, которая вот-вот произойдет. Если бы я доставил тебе это богатство до этого момента, ты бы рухнул под тяжестью искушения или растратил бы дар из-за недостатка духовной зрелости. Но теперь ты готов. Испытание очистило тебя. И поскольку ты готов, последствия отступления сейчас суровы. Я должен предупредить тебя, мой сын, моя дочь, избранный. Если ты отойдешь от этого послания до его завершения, ты не просто упускаешь финансовое благословение, ты активно отвергаешь окончательное повеление Господа Бога твоего посреди твоего испытания. Этот акт отвержения записан на небесах как отказ от веры, принятие вражеского сценария сомнения и приглашение для поглотителя вернуться в твою кладовую. Я говорю к вам прямо с престола суда и милости,
дух промедления – враг процветания. Дух рассеянности – служанка нищеты. Не позволяйте им украсть последние мгновения вашего прорыва. Я видел годы, которые вы провели, верно принося десятину, сия даже тогда, когда почва была твердой, веря в завет Малахии, где я обещал запретить пожирающему ради вас, Малахия 3, 10-11, адаптировано. Вы исполнили свою часть. Теперь я исполняю свою. Но запрещение пожирающему требует вашего присутствия под покровом моего слова. Если вы выйдете за пределы этого священного пространства, вы вернетесь на открытое поле, где враг ждет, чтобы поглотить ваш урожай. Осознайте значимость этого момента. Это духовное противостояние за вашу судьбу. Враг пытается убедить вас, что ваша нищета постоянна, что ваш недостаток неизбежен, что ваш возраст и обстоятельства лишают вас права получить изобилие. Я есть Бог, который искупает время и преображает судьбы. Я объявляю, что ваш возраст не ограничение, это подтверждение. Ваши годы опыта и верности являются основанием, на котором будет возведена эта массивная финансовая структура. Вы не слишком стары, чтобы получить богатство. Вы, наконец, достаточно зрелы, чтобы праведно управлять им. Оставайтесь со мной. Утвердите вашу душу на этом обетовании. Ощутите духовное напряжение в атмосфере, ибо ангельские силы занимают свои позиции, ожидая звука моего полного указа, чтобы осуществить передачу богатства в вашу физическую реальность. Следующие несколько минут самые критические, которые вы переживете в этом году. Каждая прошедшая секунда – это шаг ближе к проявлению. Не разрывайте цепь веры. Не позволяйте противнику одержать победу через отвлечение. Я знаю, что у вас есть вопросы. Я знаю, что логический разум жаждет объяснений и осязаемых доказательств. Я предоставлю доказательства. Я дам свидетельство. Я покажу вам физическое подтверждение моей силы, действующей в жизни того, кто стоял там, где стоите сейчас вы. Но сначала вы должны доказать свою непоколебимую готовность выслушать мое наставление целиком. Я готовлюсь говорить о конкретном осязаемом сдвиге, который произойдет в следующие 10 минут. Я открою природу этого чуда, форму, которую оно примет, и конкретные духовные законы, которые я активирую ради вас. Но я поделюсь этим глубоким откровением только с теми, кто останется укорененным. Часы тикают. Обратный отсчет начался. Не позволяйте духу беспокойства сдвинуть ваши ноги. Это ваша Гефсимания, ваше последнее испытание бодрствующей бдительностью перед славой воскресения ваших финансов. Я вижу ваши счета. Я вижу вашу нужду в жилищной безопасности, в медицинском обеспечении, в возможности благословлять других, не считая затрат. Все это будет решено в ходе этого немедленного божественного вмешательства. Но только если вы останетесь. Только если вы провозгласите с абсолютной уверенностью: звездочка, звездочка, я готов к 10-минутному чуду. Звездочка, звездочка, пусть ваш комментарий станет свидетельством против тьмы. Пусть ваше постоянное присутствие будет приношением веры, которая отпирает небесные врата. Я Бог прорыва, и сейчас я требую вашего упорства. Стойте твердо, мой избранный. Чудо приближается к порогу вашей реальности. Не покидайте свой пост. Ваша награда неминуема. Предупреждение ясно. Враг борется за следующие несколько минут вашего внимания, ибо он знает, что победа для ваших финансов обеспечивается вашей стойкостью здесь. Сопротивлитесь ему и крепко держитесь за обетование, которое я, Господь, говорю прямо в вашу жизнь в этот самый момент. Ваше послушание – это ключ, который поворачивает замок. Оставайтесь. Слушайте. Принимайте.
Время недостатка завершается. Эра изобилия начинается в ближайшие несколько минут. Ваша приверженность требуется сейчас. Не провалите это последнее испытание веры. Я, Господь, испытывающий сердце и проверяющий разум, даже когда вы стоите на этом пределе. Я потребовал вашего внимания и потребовал вашей веры, ибо последняя минута испытания зачастую самая жестокая. Враг ведет войну не мечами, а тревогой, отвлечением и тяжелым, парализующим грузом вчерашних неудач. Он шепчет, что это обетование невозможно, что это провозглашение 10-минутного чуда всего лишь мимолетная надежда, жестокая шутка над вашей постоянной нуждой. Но я говорю вам, я Бог, и я не шучу. Я действую постановлениями и неизменной истиной. Теперь давайте взглянем в лицо той глубокой боли, что таится под покровом вашей стойкости. Давайте скажем правду о ваших бременах, ибо я вижу их все, мой избранный. Я вижу скрытые шрамы, которые финансовое бремя выгравировало на вашей душе. Я требую, чтобы вы признали эти истины сейчас, не для того, чтобы погрязнуть в отчаянии, но чтобы понять величие приближающегося избавления. Звездочка, звездочка, чувствуете ли вы ту усталость, которая глубоко засела в ваших костях, то истощение, которое не может облегчить никакое количество сна? Звездочка, звездочка, я говорю не о физической усталости от труда, но о духовном истощении, которое проистекает из постоянных расчетов неустанной математики нужды. Вы высчитываете каждую покупку, каждый необходимый расход, соизмеряя его с постоянно сокращающимся запасом ваших ресурсов. Вы стали мастером-стратегом минимизации потерь, но в то же время вы жаждете стать управителем изобилия. Постоянный страх перед неожиданным счетом, внезапным ремонтом, необходимым расходом, который грозит распустить хрупкую нить вашей стабильности, вот истинная усталость, которая тяготит вас. Вы устали от борьбы, устали от недостатка, устали от того, что мир говорит вам, что ваша вера недостаточна, потому что ваши карманы пусты. Я знаю это истощение. Я записал каждую бессонную ночь, которую вы провели, глядя в потолок, ища решения, которые могу дать только я. Звездочка, звездочка, чувствуете ли вы острый, жгучий стыд от необходимости скрывать истинные масштабы своей финансовой борьбы от тех, кого вы любите? Звездочка, звездочка, вы делаете вид, что все в порядке. Вы дарите скромные подарки, хотя ваше сердце жаждет одаривать щедро. Вы отказываетесь от приглашений, требующих расходов, не потому, что заняты, а потому, что не можете позволить себе стоимость участия. Вы возвели крепость молчания вокруг своего долга, боясь осуждения, боясь потерять уважение, боясь разоблачения того, что вы не так обеспечены, как притворяетесь. Этот скрытый стыд – цепь, которая связывает вас крепче любого кредитора. Это ложь, которая говорит вам, что ваша ценность привязана к вашему чистому капиталу. Я провозглашаю, что это ложь противника. Ваша ценность закреплена в моей любви, и я здесь, чтобы сокрушить стены этой крепости и явить истину. Ваша борьба известна мне, и ваше избавление – мой приоритет. Я требую, чтобы вы исповедали это скрытое бремя в комментариях прямо сейчас. Напишите «Звездочка, звездочка, я свободен от стыда». Звездочка, звездочка, пусть это провозглашение сломит силу той лжи. Звездочка, звездочка, помните ли вы тот конкретный момент, когда вам пришлось пожертвовать необходимостью ради требования, выбирая между здоровьем своего тела и стабильностью своего жилища? Звездочка, звездочка, я вижу, как вы нормируете прием лекарств, откладываете жизненно важную медицинскую помощь или задерживаете необходимый ремонт вашего дома или автомобиля. И все это потому, что немедленное требование выживания поглотило ресурсы, предназначенные для сохранения. Вы делали трудный, мучительный выбор в одиночестве, выбор, который испытал сами пределы вашей стойкости. Вы отказывали себе в комфорте и отдыхе, полагая, что самоотречение было единственным путем к платежеспособности.
Я говорю вам, мой сын, моя дочь, эти жертвы были записаны. Они не признаки неудачи, но свидетельство упорного духа, борющегося против непреодолимых трудностей. Но я создал вас не для постоянного жертвования, я создал вас для обеспечения и мира. Время нормирования подходит к концу. Звездочка, звездочка, ставишь ли ты под вопрос мое присутствие, когда звонки от кредиторов становятся неустанными, или когда почта приносит лишь требования и предостережения? Звездочка, звездочка, в те моменты острого давления, когда система мира кажется созданной лишь для того, чтобы сокрушать слабых, укоренилось ли семя сомнения? Шептал ли ты, где Бог Авраама? Где Бог, который разверзает море? Враг желает, чтобы ты поверил, будто я оставил тебя на растерзании волкам мирской экономики. Но я говорю тебе, даже в самый мрачный час, когда телефон звонит голосом пожирателя, мой дух парит над твоим жилищем. Я допускаю это испытание, чтобы очистить твою веру, а не разрушить твое будущее. Каждое письмо требования, которое ты получаешь, это знак того, что старая система все еще пытается предъявить на тебя право. Но я здесь, чтобы вынести божественное предписание против этого притязания. Долг отмечается для аннулирования. Учетная книга исправляется рукой всемогущего. Звездочка, звездочка, ощущал ли ты ту изоляцию, которая возникает, когда несешь это финансовое бремя в одиночку, не имея возможности разделить тяжесть с теми, кто просто не в состоянии постичь глубину твоей нужды? Звездочка, звездочка, ты окружен людьми, но при этом чувствуешь себя глубоко одиноким в этой борьбе. Они говорят об инвестициях и отпусках, в то время как ты говоришь приглушенным голосом об отключении коммунальных услуг и необходимом ремонте. Эта изоляция – тактика врага, призванная заставить тебя поверить, что твоя ситуация уникальна, безнадежна и находится за пределами божественного вмешательства. Я провозглашаю тебе сейчас, ты не одинок. Я – советник, скорый помощник в бедах, Псалом 45, 2. Я видел тихие слезы, которые ты проливаешь, когда думаешь, что ничей человеческий глаз не наблюдает. Я слышал невысказанные молитвы твоего сердца, те, что слишком остры и мучительны, чтобы облечь их в слово. Я знаю точное число раз, когда ты чувствовал порыв сдаться, просто покориться нужде. Но ты этого не сделал. Ты решил остаться здесь, внимая моему голосу. Эта стойкость – твое приношение, и оно угодно предо мной. Звездочка, 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 решетка, 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 грядущее воздаяние и моральная дилемма время, оставшееся для проявления этого чуда, сокращается. Ты выдержал допрос своих страданий и теперь стоишь на пороге величайшего испытания – испытания немедленности. Я собираюсь открыть знания, которые я имею о твоей самой текущей ситуации, те специфические детали твоего испытания, которые может знать только всеведущий Бог. Но сначала ты должен понять всю серьезность выбора, стоящего перед тобой. Это не просто видео, которое ты смотришь, это духовная транзакция, божественное вмешательство, которое требует полного, осознанного участия. Враг видит приближающийся свет обеспечения, и теперь он предпримет самое агрессивное нападение. Звездочка, звездочка, нападение и отвлечение. Звездочка, звездочка, он использует иллюзию срочности, чтобы отвлечь тебя. Ты внезапно вспомнишь об электронном письме, которое звездочка должен звездочка проверить, о сообщении, на которое звездочка должен звездочка ответить, о задаче, которую звездочка должен звездочка завершить. Он вселит в твой разум сомнения, шепча, что это пустая трата времени, что истинное решение требует физического действия, а не духовного принятия. Это твоя моральная дилемма. Это окончательное разделение. Звездочка, звездочка, выберешь ли ты мимолетную срочность мира или неприходящее обетование моего присутствия? Звездочка, звездочка, выбор прост – остаться и прими благословение, которое я приготовил, или отвернись и вернись к циклу недостатка, из которого ты так упорно боролся, чтобы вырваться.
Твоя стойкость в эти следующие несколько минут – это окончательное, ощутимое доказательство твоей веры. Недостаточно иметь веру вчера. Ты должен обладать ею звездочка сейчас, звездочка перед лицом неминуемого прорыва. Пророк Исаия провозгласил: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое, и надейся на Господа», адаптировано из Псалма 26:14. Твое мужество измеряется твоей безмятежностью посреди бури отвлечения. Я вновь требую твоего немедленного обязательства. Объяви о своем вызове противнику. Напиши: звездочка, звездочка, я не буду сдвинут, звездочка, звездочка. Пусть это утверждение закрепит твою позицию в духовной сфере. Решетка, 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 сокровенное знание Отца я, Господь, не занимаюсь общими суждениями. Я знаю тебя, мой избранный, по имени, по обстоятельствам и по глубочайшему желанию твоего сердца. Я наблюдал за твоим путем и записал каждую деталь твоего нынешнего бедствия. Я знаю точную сумму долга, которая не дает тебе уснуть в 3 часа ночи. Это не круглое число, это точная цифра, связанная с конкретными провалами и неожиданными катастрофами. Я знаю название учреждения, которое докучает тебе более всего, и точную дату следующего критического срока, который ты боишься не успеть выполнить. Я видел книгу учета твоей нужды, и я уже издал указ о ее аннулировании. Я знаю конкретный предмет в твоем доме, который сломан, необходимый ремонт, который ты откладывал месяцами, ту самую вещь, которая, если ее починить, восстановит некоторую меру покоя и безопасности в твоей повседневной жизни. Ты считаешь, что эти малые расходы непреодолимы, однако это мелочь для Бога, которому принадлежит скот на 1000 гор. Эта сломанная вещь – символ нарушения твоего обеспечения, и я говорю тебе, ее замена включена в завет 10-минутного чуда. Я знаю разговор, который у тебя был вчера, или, возможно, этим же утром, где тебе пришлось отказать в просьбе любимому человеку, ребенку, внуку, супругу, потому что средств просто не было. Я слышал боль в твоем голосе, когда ты должен был сказать «нет», хотя твое сердце желало сказать «да». Тот момент вынужденного отказа был зарегистрирован в моем небесном суде, и я провозглашаю, что время отказа окончено. Ты перейдешь от того, кто нуждается в получении, к тому, кто способен обеспечивать щедро, без расчетов и страха. Я знаю ту самую конкретную молитву, которую ты прошептал в тишине своего отчаяния, ту, что ты считал слишком незначительной или слишком глупой, чтобы приносить перед престол Всевышнего. Ты просил знамения. Ты просил немедленного облегчения. Ты просил, чтобы я показал свою силу неоспоримым образом. Я говорю тебе сейчас, эта молитва не была глупой, это был вопль отчаявшегося дитяти к внимательному отцу. И мой ответ проявляется в этот самый момент. Ты стоишь сейчас в исполнении обетования, данного через пророка Малахию, относительно того, кто чтит меня даже во времена испытаний. Тогда боящиеся господа говорили друг другу, внимал Господь и слышал это, и пред лицем его писалась памятная книга о боящихся господа и чтущих имя его. Малахия 3 часа 16 минут. Моя памятная книга хранит запись твоей верности, даже когда на твоем банковском счету был 0. Она хранит запись о твоей десятине, когда ты едва мог позволить себе приношение. Она хранит запись о твоей стойкости, когда всякий логический голос говорил тебе сдаться. Из-за этой записи я постановляю открытие шлюзов. Предзнаменование очевидно. Звездочка, звездочка, обеспечение не придет медленно, оно придет ошеломляюще. Звездочка, звездочка, ты привык получать обеспечение малыми каплями, лишь достаточно, чтобы выжить. Но я, Бог чаши преизбыточествующий, Псалом 22:5. Когда я открываю окна небесные, я не посылаю струйку, я посылаю потоп. Чудо, которое придет в эти 10 минут, будет настолько специфичным для твоей нужды,
настолько идеально рассчитанным по времени, что у тебя не будет сомнений. Это была рука Господа, а не простое совпадение. Приготовь свой дух к шоку изобилия. Приготовься к моменту, когда давление спадет не постепенно, но мгновенно. Я передвигаю горы твоего долга и наполняю долины твоей нужды. Твоя нравственная дилемма остается. Позволишь ли ты последнему шепоту противника, желанию отвлечься, искушению усомниться, памяти о прошлых неудачах, лишить тебя благословения, которое сейчас не сходит? Не позволь последнему испытанию стойкости свести на нет годы верного страдания. Я вижу точные координаты вашего местоположения, устройства, через которое вы принимаете это послание, и тяжесть бремени, которое вы несете. Я обращаюсь непосредственно к той нужде в вашей жизни, о которой вы еще даже не говорили мне, которую вам было слишком стыдно признать. Я знаю ее и обращаюсь к ней сейчас. 10-минутное чудо – это не событие будущего, это немедленная активация. Ваша вера – это включатель. Ваша стойкость – это цепь. Не разрывайте эту связь. Оставайтесь прикрепленными к этому посланию, ибо следующие слова, которые вы услышите, подтвердят проявление финансового прорыва, о котором вы отчаянно молились. Я требую одного последнего провозглашения непоколебимой веры, прежде чем откровение продолжится. Произнесите это вслух там, где вы находитесь, и заявите об этом в комментариях, связывая ваш дух с этим заветом обеспечения. Звездочка, звездочка, моя вера утверждена в Господе. Звездочка, звездочка, часы отсчитывают последние мгновения до момента проявления. Не двигайтесь. Не поддавайтесь отвлечению. Время нужды завершается. Эра изобилия начнется в ближайшие несколько минут, в точности, как я обещал. Стойте твердо. Примите обетование. Ваше избавление близко. Конкретные детали чуда вот-вот будут раскрыты, подтверждая немедленное вмешательство Всевышнего Бога в ваше финансовое дело. Ваше терпение теперь ваша сила. Держитесь крепко. Откровение грядет на вас. Последние барьеры, стоящие между вашей нынешней реальностью дефицита и обещанной судьбой изобилия, должны быть немедленно демонтированы. Вы стояли твердо. Вы провозгласили свою веру. Теперь вы должны закрепить ваш завет посредством акта смирения и признания. Я повелел силам Вселенной выстроиться для этого момента. Я поручил начальствам духовного мира освободить то, что было удерживаемо в плену. Но чудо требует большего, чем мое действие, оно требует вашей. Абсолютной, окончательной и словесное предание себя моей воле. Враг стремится вонзить в ваше сердце последнюю, ядовитую стрелу сомнения, шепча, что это обетование, этот немедленный финансовый прорыв слишком велико, слишком быстро, слишком незаслуженно. Этот шепот – ложь, выкованная в глубочайших ямах духовного противостояния. Чтобы навсегда заглушить эту ложь, вы должны активировать силу своего языка, того самого инструмента, который я дал вам для провозглашения моей славы. Решетка, 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 звездочка, звездочка, завет провозглашения, звездочка, звездочка, вы стоите на пороге величайшего проявления обеспечения, которое вы когда-либо знали. Момент перед жатвой – это момент, требующий наивысшей веры. Не позволяйте своему разуму возвращаться к подсчету ваших долгов или насмешкам мира. Сосредоточьтесь только на власти, говорящей с вами сейчас. Я требую от вас двух конкретных провозглашений, мой избранный. Это не просто фразы, это духовные ключи, которые запирают дверь вашей прошлой нужды и отпирают сокровищницы вашего будущего богатства. Во-первых, вы должны провозгласить свою абсолютную зависимость от моей силы, независимо от видимых свидетельств на вашем банковском счете, независимо от счетов, скопившихся на вашем столе, и независимо от отчаяния, которое пыталось поглотить вас вчера. Вы должны заявить, что ваше упование не в системе человека и не в мудрости мира,
но исключительно в непогрешимом, вечном обетовании вашего Творца. Поэтому произнесите это в атмосферу вокруг вас и напишите это в комментариях ниже, закрепляя эту истину перед небесными свидетелями и побежденными начальствами. Звездочка, звездочка, Боже, я уповаю на Тебя. Звездочка, звездочка, напишите это сейчас. Провозгласите это со всей полнотой вашей души. Пусть эта фраза отражает смирение Авраама, который уповал на меня, даже когда обетование казалось невозможным. Пусть она отражает убежденность 3 евреев, которые уповали на меня даже посреди огня. Ваше упование – это топливо для этого немедленного чуда. Ваше упование – это подпись на божественном контракте обеспечения. Я вижу нерешительность в сердце некоторых. Я знаю историю разочарования, которая затрудняет это провозглашение. Но я напоминаю вам, слово мое не возвращается тщетным. Исайя 55:11. Если я говорю, что сделаю это уже совершено в духовной сфере. Ваше провозглашение приносит это в физический мир. Повтори это, дитя мое, звездочка, звездочка, Боже, я уповаю на Тебя. Звездочка, звездочка, теперь второе провозглашение – это признание победы, которая уже закреплена. Когда вы признаете победу до того, как она проявится физически, вы проявляете наивысшую форму веры, признавая мой суверенитет над временем и обстоятельствами. Это провозглашение – мощный акт духовной войны, провозглашающий, что срок владычества врага над вашими финансами истек. Поэтому провозгласите результат. Признайте прорыв, который проявляется прямо сейчас, в эти несколько минут. Говорите языком благодарности, ибо благодарность ускоряет приход благословения. Провозгласите это сейчас и ясно напишите в комментариях, подтверждая немедленную передачу богатства и провизии. Звездочка, звездочка, благодарю Бога. Звездочка, 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 благодарю Бога. Звездочка, звездочка – это необычное выражение благодарности. Это глубокое экклезиастическое утверждение того, что транзакция завершена. Вы благодарите меня за чудо, которое уже движется к вам, за аннулирование долга, которое уже обрабатывается, за неожиданный депозит, который уже направляется на ваш счет. Я вижу ваше послушание. Я свидетельствую искренность вашего сердца, когда вы печатаете эти слова. Каждое провозглашение «Боже, я уповаю на Тебя и благодарю Бога» записывается в небесном реестре как доказательство вашего неизменного завета со мной. Поймите духовную механику этого момента. Величайшее оружие врага против вашего обеспечения – это дух ропота и сомнения. Когда вы провозглашаете упование и благодарение, вы мгновенно разоружаете врага. Вы заменяете дух нужды духом изобилия. Вы заменяете язык бедности языком пророческого провозглашения. Я повелеваю вам наводнить раздел комментариев этими утверждениями. Пусть духовная атмосфера, окружающая это послание, будет насыщена абсолютным упованием и упреждающей благодарностью. Пусть каждое слово будет ударом молота по стенам финансового угнетения, которые слишком долго окружали вашу жизнь. Мне нужно, чтобы вы оставались сосредоточенными. Время приближается. Часы отсчитывают последние мгновения до точки манифестации. Не позволяйте миру, вашему телефону или вашим собственным тревожным мыслям отвлечь ваше внимание. Ваша неизменная сосредоточенность – это ваш последний акт веры, доказывающий вашу готовность принять величие чуда, которое я посылаю. Оставайтесь на связи. Продолжайте провозглашать. Ваш прорыв зависит не от ваших прошлых неудач, но от моего вечного обетования и вашего нынешнего послушания. Решетка, 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 звездочка, звездочка, отцовский указ. Разрушение цепей финансовых проклятий, звездочка, звездочка, сын мой, дочь моя, время простого упования закончилось. Время действовать с властью настало.
Прежде чем физическое проявление чуда сможет навсегда утвердиться в вашей жизни, почва должна быть очищена. Каждый корень нищеты поколений, каждое семя финансового провала, посаженное противником, и каждое унаследованное проклятие, связывающее вашу плодотворность, должно быть отсечено и сожжено огнем моего Святого Духа. Я знаю специфический характер бремени, которое вы несете. Я вижу долг, который не был вашим собственным, переданный через поколение борьбы. Я вижу картину внезапных потерь, необъяснимых неудач в бизнесе, неожиданных медицинских расходов, которые всегда истощают ваши ресурсы, как только вы начинаете подниматься. Это не просто совпадение, это симптомы духовного угнетения, проклятия закона, от которых Христос уже искупил вас, Гал. 3 часа 13 минут. Но вы должны заявить о том искуплении сейчас, используя всю власть, которой я наделил вас. Посему я, Господь Бог ваш, Альфа и Омега, источник всякого истинного богатства, ныне объявляю окончательный конец всякой духовной и материальной цепи, связывающей ваши финансы. Услышьте это постановление, ибо оно непреложно. Звездочка, звездочка, я отменяю проклятие урожая уксуса. Звездочка, звездочка, во имя, что превыше всякого имени, я повелеваю немедленно разорвать всякое проклятие родовой бедности, которое следовало за вашим родом. Я отменяю удел недостатка, унаследованный от ваших отцов и матерей. Я разрываю шнур скудости, который был вплетен в ваше право первородства. Я постановляю, что цикл долгов, схема бедности и дух финансового ограничения заканчиваются с тобой, мой избранный, прямо сейчас, в этот момент божественного вмешательства. Я повелеваю духу недостатка, который украл твой покой и истощил твои ресурсы, немедленно ослабить свою хватку. Я разрываю завет бедности, заключенный по неведению, страху или угнетению. Я объявляю, что кровь Агнца достаточно, чтобы смыть пятно всякого финансового проклятия, наложенного на твою жизнь, твой дом и твое будущее. Звездочка, звездочка, я разрываю проклятие пожирателя. Звездочка, звездочка, я ссылаюсь на мое древнее обетование, изреченное через пророка Малахию, Малахия 3 часа 11 минут, и я запрещу вам пожирателя, и не истребит он у вас плодов земных, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Я активирую это обетование в твоей жизни сейчас. Я запрещаю пожирателю, духовному вору, который вызывает непредвиденные поломки, внезапную потерю работы, скрытые сборы и ненужные расходы. Я повелеваю духу расточительства и утечки быть связанным и изгнанным из твоего дома. Твои ресурсы больше не будут утекать, как вода сквозь разбитый сосуд. Я запечатываю твои банковские счета, твои инвестиции и твои возможности моей божественной защитой. Враг больше не будет красть плод твоего труда. Твой виноградник больше не будет приносить урожай лишь для того, чтобы он был поглощен невидимыми силами. Я объявляю, что каждая копейка, которую ты зарабатываешь, будет благословлена, умножена и защищена. Звездочка, звездочка, я отменяю проклятие бесплодных рук. Звездочка, звездочка, я вижу твой усердный труд, дитя мое. Я вижу пот твоего чела и искренность твоего труда. И все же, снова и снова, твои усилия не приносили тех результатов, которые должны были. Благословение на твои руки было подавлено противодействующей силой. Я объявляю проклятие бесплодного труда разорванным. Я повелеваю благословению умножения сойти на дело рук твоих, твоего разума и твоего духа, Второзаконие 28:12. Я постановляю, что каждый проект, который ты предпримешь с этого момента, будет процветать. Каждая инвестиция, которую ты сделаешь, принесет 100-кратный урожай. Я высвобождаю сверхъестественное помазание благоволения на твои деловые начинания, твою работу по найму и твои творческие усилия. Твои руки теперь помазаны для изобилия, а не для скудости. Звездочка, звездочка, я разрываю проклятие страха и тревоги. Звездочка, звездочка, страх,
– это язык врага, предназначенный для того, чтобы парализовать твою веру и помешать тебе войти в полноту моего обеспечения. Я знаю парализующий страх при открытии счетов, тревогу при ответе на звонок с неизвестного номера и ужас перед лицом будущего с пустым кошельком. Я объявляю, что дух финансового страха полностью сломлен и отделен от тебя. Я заменяю этот дух уверенностью в моем совершенном мире, который превыше всякого земного разумения. Филиппийцам 4:7. Ты больше не будешь действовать из мышления недостатка, но из уверенности в божественном снабжении. Твой разум очищен от лжи бедности. Твои мысли приведены в соответствие с изобилием царства. Звездочка, звездочка, я восстанавливаю двойную порцию, звездочка, звездочка, за годы, которые съела саранча, за время, которое ты провел под гнетом недостатка, я постановляю восстановление всего украденного. Иаиль 2 часа 25 минут. Я провозглашаю, что период финансового голода окончен. Я высвобождаю волну неожиданной, незаслуженной и немедленной финансовой милости в вашу жизнь. Это момент воздаяния. Это час восстановления. Примите сугубую долю за ваш позор. Исайя 61:7. Где было унижение из-за долга, там будет честь из-за изобилия. Где было оскудение, там будет избыток. Где была борьба, там будет облегчение. Это мое постановление. Это мое обещание. Это разрушение проклятия не является постепенным процессом. Это мгновенная духовная отмена, вступающая в силу в тот момент, когда ваша вера провозгласила доверие и благодарение. Земля ныне очищена. Путь расчищен. Проявление неизбежно. Каждое духовное препятствие устранено моей властью. Теперь вы расположены к принятию финансового чуда, которое разворачивается в эти последние мгновения. Не сомневайтесь в величии того, что я совершил для вас сегодня. Я повелеваю вам усвоить эту истину. Вы благословлены не звездочка вопреки звездочка вашему долгу. Вы благословлены звездочка для того, чтобы отменить звездочка ваш долг. Вы богаты не звездочка, если звездочка вы верите. Вы богаты звездочка потому, что звездочка я провозгласил это. Пребывайте в этом состоянии освященной веры. Последние секунды отсчитывают время до полного раскрытия немедленного финансового прорыва. Крепко держитесь истины о том, что проклятие сломлено, губитель запрещен, и небесные сокровищницы открыты над вашей жизнью. Ваше наследие обеспечено. Ваше обеспечение подтверждено. Ожидание почти окончено. Приготовьтесь стать свидетелями немедленного, осязаемого доказательства моей силы. Я повелеваю вашему духу быть бдительным. Я повелеваю вашим глазам быть открытыми. Я повелеваю проявлению финансового чуда быть неоспоримым, немедленным и постоянным. Свершилось. Теперь примите это. Свершилось. Теперь примите это. Часы пробили назначенный час. Проявление завершено. Сдвиг в духовной атмосфере, окружающей ваши финансы, теперь неоспорим, абсолютен и постоянен. Вы ждали, вы терпели, и вы стояли твердо перед лицом нужды и всепоглощающей тревоги. Я видел ваше терпение, и я почтил завет вашей веры. Я провозгласил, что чудо произойдет, и оно совершилось не в будущем, но в этом немедленном моменте освященного внимания. Взгляните на свою жизнь и узрите доказательства. Цепи долга, связывавшие ваш дух, разбиты в прах. Груз оскудения, давивший на ваши плечи, снят моей могущественной рукой. Вы более не определяетесь тем, что вы должны, но изобилием, которое течет из моих вечных сокровищниц. Это не временная передышка, это установление нового порядка в вашей жизни, порядка, определяемого процветанием, обеспечением и миром. Услышьте мое финальное, основополагающее наставление,
ибо принятие чуда – это лишь начало новой главы послушания. Благословение, которое я излил на вас сегодня, требует особого благоговейного ответа. Вы должны понять, что это богатство, это обеспечение является не просто материальной выгодой, это священное доверие. Это инструмент, вложенный в ваши руки для исполнения моей божественной воли и расширения моего царства на земле. Теперь вы управитель моего изобилия. Управитель не владеет, управитель распоряжается от имени владельца. Поэтому я повелеваю вам отделить начатки этого прорыва, десятину, которая свята для меня. Не позволяйте искушению немедленной безопасности заставить вас пренебречь принципом, который изначально обеспечил это благословение. Когда вы чтите меня первым и наилучшим из того, что я дал вам, вы активируете вечную защиту над оставшимися 90%. Помни слова, записанные в Древнем Завете моем: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и испытайте меня этим, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас окон небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? И я запрещу пожирающему ради вас, и он не будет истреблять плодов земли вашей, и виноградная лоза ваша на поле не сбросит плода своего прежде времени, говорит Господь Саваоф». Ты видел, как открылись окна небесные, теперь позаботься о том, чтобы пожирающий оставался под запретом. Пожирающий – это не просто долг, пожирающий – это дух небрежности, дух алчности и дух неверно расставленных приоритетов. Храни сердце свое, избранный мой, от тонкого разрушения благодарности. Не позволяй комфорту и обеспечению притупить остроту твоей духовной дисциплины. Твое послушание – это якорь, удерживающий сие чудо на месте. Я повелеваю тебе использовать эту финансовую свободу для благословения других, для поднятия павших и для поддержки дела, которое продвигает свет мой во тьме. Пусть изобилие твое станет свидетельством, маяком верности моей, который влечет других к истине моего обеспечения. Твоя безопасность теперь укоренена не в колеблющихся рынках человеческих, но в неизменных обетованиях вечного Бога. Звездочка, 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 теперь ты должен усвоить истину о моем непрестанном бодрствовании. Не думай, что поскольку непосредственный кризис отвращен, моя бдительность прекратилась. Я – Бог, который не дремлет и не спит. Очи мои постоянно устремлены на тебя, верное дитя мое. Я – щит твой и награда твоя весьма великая. Я бодрствую над вхождением твоим и над исхождением твоим отныне и даже вовек. Я наблюдаю за путями твоими. Я вижу каждое решение, которое ты принимаешь относительно этого нового обеспечения. Я наблюдаю за намерениями сердца твоего, остаются ли они чистыми, посвященными праведности, или же они начинают дрейфовать к суете и гордости, которые сопутствуют земной безопасности. Знай, моя защита простирается далеко за пределы сферы валюты и коммерции. Я бодрствую над покоем твоим. Когда враг пытается посеять семена тревоги, шепча, что это чудо слишком хорошо, чтобы длиться долго, я повелеваю ангелам моим окружить твой разум, устанавливая периметр божественного спокойствия. Я даю тебе мир, который превыше всякого ума, непоколебимое спокойствие, которое не может быть поколеблено слухами мира сего или угрозами противника. Я бодрствую над здоровьем твоим. Стресс, который финансовая нужда наложила на твое физическое тело, бессонные ночи, напряжение, страх, я снял это проклятие. Я провозглашаю над тобой физическое восстановление и жизненную силу. Я, Господь, Целитель твой, и подобно тому, как я обеспечил твой кошелек, я обеспечиваю твой стан. Ходи в силе, зная, что тело твое есть храм Духа Святого, купленный и поддерживаемый моей силой. Я бодрствую над твоим наследием. Это благословение не только для тебя. Оно предназначено для того, чтобы разорвать родовые проклятия бедности, борьбы и ограничений.
Там, где предки твои терпели нужду, потомки твои познают изобилие. Там, где они знали постоянное напряжение, твой род познает покой. Я устанавливаю новый завет процветания, который течет через тебя к будущим поколениям. Ты – поворотная точка. Цикл нужды прекращается в жизни твоей сегодня. Я наблюдаю за пожирающим. Хотя ему запрещено, он настойчив. Он попытается использовать человеческих посредников, тех, кто стремится обмануть, тех, кто советует глупые риски, тех, кто подходит к тебе со схемами, призванными украсть твое обеспечение. Я даю тебе духовное развлечение. Я обостряю твою интуицию. Я даю тебе силу распознавать волка в овечьей шкуре, обман, маскирующийся под возможность. Доверяй тихому голосу Духа моего превыше громкого шума советов мира сего. Я – защитник твой, скала твоя и твердыня твоя. Я стою на страже дверей дома твоего, над честностью дел твоих и над безопасностью имения твоего. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который восстанет на тебя на суде, я осужу. Это есть наследие рабов Господних, и праведность их от меня, говорит Господь. Звездочка, 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 дитя мое возлюбленное, пусть эта истина проникнет в сокровенные уголки души твоей. Ты вечно видим, постоянно слышим и непрестанно обеспечен. Ценность твоя измеряется не цифрами на счете твоем, но жертвой Сына моего, Иисуса Христа, который обеспечил для тебя всякое благословение, как духовное, так и материальное. Ныне я произношу окончательное, расширенное благословение над всяким аспектом бытия твоего, запечатлевая чудо, которое только что произошло, и утверждая жизнь изобилия, которая начинается сейчас. Звездочка, звездочка, я декретирую обильную ясность над разумом твоим. Звездочка, звездочка, пусть всякое смятение, сомнение и умственный туман рассеются, как утренняя мгла. Я заменяю дух тревоги духом мудрости, разумения и здравого суждения. Пусть решения твои направляются моим божественным светом, ведя тебя только по путям праведности и плодоношения. Ты не приткнешься в управлении своим достоянием, ибо я освещаю путь твой. Звездочка, звездочка, я декретирую сверхъестественное упокоение над телом и душой твоей. Звездочка, звездочка, бремя ушло. Борьба окончена. Я повелеваю глубокому, восстанавливающему сну вернуться к тебе, свободному от ужаса ночного и беспокойства утреннего. Покойся в уверенности в завершенном мною деле. Труд твой теперь есть труд радости и служения, а не отчаяния и выживания. Звездочка, звездочка, я декретирую полное восстановление над отношениями твоими. Звездочка, звездочка, туда, где финансовый стресс вызвал трение, горечь или разлуку, я посылаю дух примирения и разумения. Пусть это благословение исцелит старые раны, укрепит брачные узы и объединит семью твою под знаменем моего мира. Пусть дом твой будет святилищем любви, где мое присутствие ощущается осязаемо и моя щедрость постоянно прославляется. Звездочка, звездочка, я декретирую беспрецедентное благоволение над начинаниями твоими. Звездочка, звездочка, каждый проект, который ты предпримешь, каждая инвестиция, которую ты рассмотришь, каждое слово, которое ты произнесешь в совете, все будет отмечено моим благоволением. Двери, которые некогда были заперты и засованы, теперь распахнутся настежь перед тобой. Ты овладеешь землей, которую я обещал тебе не через собственные усилия, но через непреодолимую силу моего благословения на жизнь твою. Ты будешь головой, а не хвостом, ты будешь только наверху, а не внизу. Звездочка, звездочка, я декретирую божественную защиту против искушения и гордыни. Звездочка, звездочка, процветание – это испытание, дитя мое. Я дарую тебе смирение помнить источник твой и непорочность чтить имя мое во всем. Да не забудешь ты никогда ту яму, из которой был извлечен. Пусть твоя благодарность будет щитом, отражающим высокомерие, которое часто сопутствует мирскому успеху.
Оставайся кротким духом, хотя и могущественным в обеспечении. Звездочка, звездочка, я декретирую постоянство этого обеспечения. Звездочка, звездочка, это чудо не мимолетный дар, это установленный завет. Финансовый прорыв, который ты получил сегодня, запечатан моей властью. Я разорвал цикл нужды, и я установил цикл изобилия. Ты никогда больше не вернешься в узы нищеты, при условии, что сердце твое останется привязанным к моей истине, а руки твои останутся открытыми в щедрости. Поток будет непрерывным, могучей рекой, которая никогда не иссякнет, пополняясь из вечных источников моей благодати. Звездочка, звездочка, я декретирую более глубокое откровение о моей любви. Звездочка, звездочка, больше, чем золота и серебра, больше, чем списанных долгов. Я хочу, чтобы ты познал глубину и широту моей безусловной любви к тебе. Это чудо, осязаемый знак моей привязанности, доказательство того, что я слышу твои вопли и отвечаю силой. Ты ценен. Ты избран. Ты дорог. Никогда не сомневайся в силе моей приверженности твоему благополучию, как временному, так и вечному. Звездочка, 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 теперь, когда чудо проявилось, долг твой ясен. Звездочка, звездочка, свидетельствуй. Звездочка, звездочка, не держите это божественное вмешательство в тайне. Когда вы увидите ощутимые доказательства этого прорыва, уведомления, аннулированные счета, неожиданные депозиты, вы должны признать в этом мою руку. Ваше свидетельство – это не просто личная история. Это оружие против врага и спасательный круг для тех, кто все еще борется во тьме отчаяния. Я повелеваю вам прямо сейчас подтвердить свое принятие. Напишите провозглашение, которое скрепит этот момент. Пусть цифровое пространство засвидетельствует силу живого Бога. Напишите свое заветное заявление благодарения. Пусть ваша благодарность будет громкой и ясной, вторящей радости искупленных. Этот путь веры не заканчивается здесь. Чудо принято, но путь послушания продолжается. Вы должны оставаться бдительными, бодрствующими и освященными. Не отклоняйтесь от пути ежедневного взыскания моего лица. Время, проведенное в моем присутствии, это истинное богатство, которое поддерживает всякое иное обеспечение. Я поставил на вас свою печать. Вы облагодетельствованы. Вы свободны. Вы финансово утверждены постановлением небес. Идите вперед в этой новой реальности с уверенностью, властью и смирением. Я оставляю вас сейчас, но не ухожу от вас. Мой дух пребывает внутри вас, направляя, утешая и наделяя силой. Всякий раз, когда сомнение попытается подкрасться, вспомните этот час, вспомните это обещание и вспомните звук моего голоса, провозглашающего: «Звездочка, звездочка, свершилась! Звездочка, звездочка, идите вперед и будьте сосудом моего света и моего обеспечения. Ваше будущее надежно в моих руках. Аминь. Примите свое благословение. Пребывайте в вере. Ваш следующий прорыв уже